И снова здравствуйте. Смотрите, сейчас я вам показываю свое самое первое изделие. В такого формата, не на одном обруче, а именно на двух обручах первое. Этим креслом пользовались 3 года. Оно висело у моих хороших знакомых. Я им решила сменить подушки. Подушки вот это уже новые. Но я вам сейчас хочу обратить внимание на стропы. Вот видите, раньше я не вставляла внутрь строп в самом первом изделии, полиамид внутрь. Тут чисто из полиферного шнура вот эти стропы. Видите, как они вытянулись, перекосилось плетение. Где-то реже, где-то гуще стало. Еще один момент хочу обратить. Вот сейчас я подушки сниму, когда... Вот в этом кресле я использовала на спинке обруч гимнастический, металлический, металл, гимнастический обруч. Нижний обруч у меня полноценный металл с согнутым трубогибе, а вот верхний обруч у меня из гимнастического обруча. И вот обратите внимание, в принципе, вот за 3 года использования самому креслу ничего не стало. Шнур прекрасно себя чувствует, сиденье слегка просело, но не критично. Подушки просто побольше сделать, подложить вниз, и будет все отлично. Менять я буду сейчас только еще обращаю внимание, что вот гимнастический обруч я сверху использовала. Сзади у меня и впереди приварено к основному обручу. И сделаны металлические стойки 2 с задней спинки, чтобы оно не перекашивалось. Вот в таком варианте гимнастический обруч, в принципе, тоже можно использовать именно как со стойками и приваренное. Вот это я точно могу сказать, что оно нормально действует. В остальных вариантах не знаю. Вот смотрите, стропы сейчас делаю. Когда мы плетем изделие, мы плетем сверху вниз. И внизу потом, уже когда кресло сплетено, делаем бахрому, вплетая в бахрому все веревки, которые у нас были в плетении. Бахрому я переплетать не хочу, а стропы поменять надо. Поэтому, видите, я обрезала повыше стропу. Я ее расплету потом, эту стропу. И эти веревки буду использовать потом... я не знаю, подвесы, возможно, цветочные сделали, что какие-то изделия, потому что веревок в этих стропах много, мне их жалко просто выкидывать. Веревкам ничего, в принципе, не стало. Вот смотрите, сейчас я внизу расплетаю плетение. Теперь я буду связывать эти веревочки по 2 у самого обруча, как можно ближе узелочек делать, простым узелочком обычно. Можно по 2, по 3 их соединить. По 2 просто веревочки короткие, по 3 неудобно. А вот по 2 их можно вот так аккуратненько к самому обручу узелочки сделать. Это мы таким образом фиксируем веревки, которые у нас вплетены уже в изделие, чтобы они не распустились с верхней части, не ослабли. Вот таким образом, как я сейчас показываю, я буду убирать все 4 стропы. Само кресло я переплетать не буду, само основание здесь все меня устраивает. Буду менять только стропы. Так, завязала, затянула. Теперь просто краешки обрежу до самых узелочков.
Краешки подпаливаю, чтобы не махрились. Вот смотрите, когда вы будете переплетать стропы, привязывать стропы, вам же их будет тоже надо внизу будет сделать. Если у вас на этом же месте стропы получатся маленько в другом месте, их можно потом просто обмотать вот это место еще раз поверху, чтобы вот этих узелков не было видно, чтобы они были, чтобы изделие смотрелось аккуратно. Но вообще теоретически у вас, если вот вы меняете стропы по каким-то причинам, мало ли повредились или вытянулись, как в моем случае вот в этом изделии, то стропы теоретически должны встать на это же место. Но так, смотрите, вот сейчас я не буду показывать, как я это сделала, я просто вот эту плетение я его просто расплету и отвяжу, не буду обрезать в верхней части, мне просто веревок жалко. Я их потом использую куда-нибудь. Так, вот смотрите, это у меня уже сделаны стропы, начаты стропы новые, с внутренней частью, как я обычно делаю сейчас, уже полиамидная веревка, она не тянется, она фиксирует плетение и растяжение строп, чтобы они сильно не растягивались и не проседали. Как крепить и подвешивать на стропы я уже показывала. Сильно не буду заострять тоже на этом внимание. Я вам в этом видео хочу показать именно, как поменять стропы можно, не расплетая все изделие. Если у вас изделие на все в хорошем состоянии, а поменять нужно только стропы. Сначала прикреплю к спинке, я потом еще расправлю, посмотрю с передней части, как это все смотрится, не перекошено ли. Ну, я вам показывала в видео. Так, теперь с передней части креплю. Так, вот я стропы прикрепила, проплела. Ну, тут вот 3 стропы я уже сделала полностью. Сейчас я вам покажу на одной стропе, на последней. Так, вот видите, я тоже стропу проплела до верхнего обруча. Прикреплены они у меня на средней веревке, которые внутри строп на белые. Сейчас я их тоже протяну вниз. Прикрепила к верхней части. Сейчас буду крепить к нижней части. Так, видите, здесь уже мешает плетение. Ищу какой-то вот промежуток в плетении. Натягиваю и делаю репсовый узел. Как плести, я его тоже показывала. Здесь единственное, что только, видите, неудобно, что уже бахрома сплетена. Надо таким образом сделать, чтобы вот в промежутках в плетение это вставить, эти веревки. Пропускаю на нижнюю часть внутреннюю. Так, теперь делаю также вторую стропу.
когда вот я плету просто новые кресла, я вот эти веревки креплю еще изолентой к самому обручу, потом хвостики привязываю. Здесь я так не могу сделать, потому что уже веревками все обмотано. Видите, я просто делаю простой узелок, обрезаю и подпаливаю краешки. Так, сейчас я плетение просто сделаю до самого низа стропы плетения. Здесь вот эту стыковку я также намотаю отдельной веревочкой, как я обычно делаю. Вот это место закрою. Проплету стропу до самого низа. Вот я это сделала. И вот смотрите, обычно, когда я тоже новое плету кресло, я вот эти веревки фиксирую и потом их в бахрому вплетаю. Здесь мне эти веревки уже не нужны, поэтому я буду этими же веревками, которыми были внутри стропы 6-метровые, которые у меня были, я ими просто делаю обмотку вот этих вот белых, чтобы скрыть полиамидную нить. Делать здесь, конечно, уже тоже не очень удобно. Надо искать вот эти возможности, чтобы просунуть под плетение. Делаю крестообразно, справа налево и слева направо. Или наоборот. Вот видите, у меня стропы получились немножко в другом месте. Я маленько их расширила. Я сделала длину строп другую. И у меня вот, где я обрезала старые стропы, у меня узелочки остались. Видео я не показала, не сняла. Я потом отдельной веревочкой обмотала поверху вот эти вот узелки тоже, чтобы их не было видно. Так, ну сейчас их просто закрепить надо, эти веревки. Тут смотрите тоже, как вам удобнее делать. Я сделаю, сейчас разделю на две части. С одной стороны перекину, с другой стороны перекину все эти веревочки. Видите, на одну сторону я две веревочки перенесла. Вот, делаю узелочек. Так, и с этой стороны тоже так же сделаю. И все, теперь я эти веревочки просуну опять туда за плетение. И там тоже еще одним узелком зафиксирую. Чтобы не были на внешней стороне, не оказались.
Все, сделала последний финальный узелочек. Веревочки затягиваю, подправляю и обрезаю. Что у меня получилось. Креслице готово. Не до конца. Вот эти вот узелочки внизу, я их обмотаю. В видео я здесь просто не показала, что получилось. Так, вот подушечки. Новые, как я сейчас делаю. Раньше это у меня кресло было просто с круглой подушечкой внизу только. А сейчас вот так стало.